Ну, он о себе так говорит, потому что, да, ну, наоборот, значит, да, наоборот. Вот это of the esophagus by acid, and it can also be something called a goiter, which is an enlargement of the thyroid gland. It's a benign enlargement. It's in people who are severely deficient in iodine, and the body just compensates by growing the thyroid into a lump that could interfere with swallowing. If you're with me so far, you probably agree that cancer can be a terrible thing and it can move really fast in the advanced stages. But hopefully you also agree that we have a lot of time to prevent things. And we have many, many, many years to prevent the early cancers from becoming full-fledged serious cancers. Because the body has defenses, and there are lots of different factors that affect your immune system and your overall health. The body has a structural, an emotional, and a chemical aspect to it. And мне это all не of the интересно, мне на это наплевать. Мне, да, понимаю, да. Ну да, на себя вот это, ты вот это играешь, ты ненормальный просто, ты ненормальный, да, она о себе так думает, потому что наоборот, да, тебе так думает. Ты же меня не знаешь, вот и не лезь тогда, ты ничего не понимаешь, да, вот и все, да, понимаешь, да, понимаешь, ну, наверное, да, но это не ваше собачье дело, что ты мне еще указываешь, что тот, кто не играет на музыкальном инструменте, это не музыкант, это не артист, понимаешь? Это не, ну, не музыкант, это не фэн-инстрист и вообще не музыкант просто.
Если ты не играешь, даже если ты поешь, ты все равно не музыкант. Ты все равно музыки ты ничего не понимаешь, да. И не собираешься понимать, да. И делать из музыку ты не сможешь сделать тоже, да. Да, то есть, тем более не компонент, ну, не касается, но я говорю просто. Пусть будет это мой, мне на вас насрать. Да, мы вот себе, да, то есть это ваши проблемы, как бы, да, это не касается, да. Да, то есть у тебя есть своя жизнь, надо было, почему надо было, ты что, сейчас ей не распоряжаешься, что ли? Вообще насрать на вас, да, ну она себе так, вот я тебе еще раз объясняю. Да, мне нужно, еще раз я тебе сокращаю тебе твой путь, да. Мне нужно, чтобы я играл, и мне платили за это деньги. Для этого надо будет какой-то репертуар, наверное, меня это не касается. Мне на это насрать, можно прямо сейчас начинать. Сейчас мне уже что-то платят, но на это никак не проживешь. Ну, какие-то копейки, ну, неизвестно еще за что. Мне наплевать, ну, за что-то платят, нет, за уроки платят, но это, ну, они там свое что-то платят, ну, может, даже за музыкальные какие-то. Но не суть разговора, да не важно. А может, меня это не волнует, мои проблемы уже. Ну, как бы официально уроки музыкального развития, типа, мастерства, пианино, уроки без композиторских занятий. Это, ну, игры, да, обучение на инструменте. Ну, я экспериментально школа. Стандартных училок везде полно, но я бы не против стандартных ну нет, так нет, пошли нахер, у меня одна жизнь. Ну нет, я не настаиваю, я думаю, что... То есть, ну он это имеет в виду, что никакой пользы от меня нет, что, да, ну, да, это людей. Я просто говорю, да. А почему не платной и чё? Да. А что надо отдать обществу? Что надо? Вот, давай так, сейчас давайте будем. Да, то есть это все сделают роботы. То есть то, что тебе кажется, что если какая-то работа, это не работа. То есть тебе кажется, что надо быть штукатуром, не надо быть штукатуром. Скоро будут какие-нибудь роботы, которые будут лучше всех штукатуров, и пить не будут, и будут делать круглые сутки штукатур малярной работы. Ну, а что, нет что ли? Ну, если, ну, это вопрос времени только. Скоро это значит, ну, может же черт знает, ну или 20, какая нахер разница, такой профессии не будет скоро, и все, и точка. Будут эксклюзивные какие-то там штукатуры, наверное, конюхи тоже, ну, будут какие-то, наверное, ну, не так, что все, там, и таксист может будет 1-2 на миллиард населения, да. Меня это не касается, я тебе просто объясняю, что считаешь, что этого нету, и ты все просто, да, ты просто, что настоящее, да, понимаете. Здесь ни при чем ни искусство, ни, как тебе сказать, никакие выложивания, ни песни под гитару, бла-бла-бла. Я тебе говорю про то, что любое дело, в котором ты бездельник, я просто понял, да. А никто тебе не скажет, там миллион путей, как бы, да, миллиарды дорог, как говорится, да. И любой выбирай по своему таланту, по своему усмотрению, никто тебе не судья и не указ. Ну, наверное, да. Меня не касается, я просто объясняю, что да, ну, кто тебе сказал, что а зачем тебе жизнь-то дана? Беременеть ты не будешь, тяжело тебе все равно не будет. Физически, скажем так, да. Рожать нужно, да. Грудью кормить некого тебе будет, да, прям. Да. Ну так уж. Да вы шутите, что ли, сумасшедшие, что ли? Ну если, ну так да, понимает он тебя просто. А что делать тогда всю жизнь? Ну, это не так важно. А что хорошего тогда? Да. Какой? У меня, да, ну, да наоборот, вот он имеет самозванец. А, я самозванец, ну, давай идти не будем вообще. В чем проблема-то вообще? В том, что меня на работу не принимают. У меня одна жизнь, мне надо устроиться пианистом. Я готов заниматься целыми днями. Ни одна гнида меня на работу не берет, понимаешь? Никто, да, но если меня это не касается, ну или гнида, или короче, мне на это насрать. Я просто, не берут и не берут, пошли нахер. Мне что в это время делать, пока они меня не берут. Чем я собирался заниматься, тем и буду заниматься! Вообще, да.
постоянно. Только меня это касается. А зачем мне этот репертуар учить? У меня своя амбиция, у меня свои планы. Понимаешь, свои планы, немножко нестандартные. Да, ну типа свой путь самосовершенствования, ну можно так, да не важно. Мне это не важно. У меня нет ни одной причины сейчас брать и зубрить какие-то, там, понимаешь, то есть, да, то есть, если бы меня на работу взяли, тогда еще, ну, как бы, я не навязываюсь, мне это не надо, я просто тебе объясняю, что, то есть, как бы, нет, я ничего не, мне на это насрать вообще. В какой-то момент я уже, да, типа, меня не касается, я тебе говорю, что если бы, да, какая-то была работа, тогда был какой-то репертуар, и была бы причина его учить. То есть ты получил бы за это деньги и за то, что научился сам себя чему-то. И это нормально, это по-мужски, это всегда так происходит. Да, как Чехов говорил, да, он говорит, да, что говорит, да. Я тебе больше скажу, те, кто учат, они как бы, не касается. Да, пример показывает. Ну, это, что ты будешь? Пример показывает, это тоже искусственное действие, которое неадекватное. Просто надо жить свою жизнь, все. Ну, не мужское. У женщин есть лучшее применение. То есть женщина показывает пример, это вообще не женское. То есть это просто болезнь. То есть, да. Так, я несчастная, зарабатываю деньги вместо того, чтобы быть счастливой. Да? Потому что, да, и так далее. Да. Да. Твоей единственной судьбе, кстати, да. Да. Ой, ну да, вот видишь, зато с характером, дома, с папиросами и что там, не знаю, мне касается, да. Характер у мужиков, но он может нас убить, понимаешь, нам надо с ним работать, надо его отрабатывать, доказывать как угодно, то есть, да, то есть. И у нас это хорошо. Если без характера, если человек без характера, ну, мужик, да, я про мужиков говорю, у женщины характер это не то, что ты не захочешь так жизнь жить. То есть, он тебе не поможет нигде, точно, да. Ну да, ну про женское. А что, неправильно? Нет, женщине нужен характер в себе. Я проявляете, чтобы что? Что бабуля, это знаю, у нас хороший будет характер. Ну прям вообще закачаешься. Меня не касается. Да не, мне это не интересно, это вообще как бы не касается. Просто то есть это хорошо. То есть когда женщина без характера, это хорошо, это мечта. Любой мужик скажет, что ну то есть как бы да, какой-то есть путь женский, когда тебя любят, жалеют и приходят в сознание, начинают самостоятельно там, деньги зарабатывать или распоряжаться тобой деньгами, там, как имуществом, да. То есть мягкий, добрый какой-то путь. Да. Когда, наверное, без всяких условий, то есть какое-то вот, да, наверное, служение типа того, да, самой себе какое-то. Да. Ну, как-то так, ну, около того. Ну, может, это, да, как-то, ну, понимаешь, ну, это хорошо, как бы, это все понимают, что это женское, как бы, и это, оно всем, да, нормально, понимаешь. Да. Никогда не понимаю это. Тогда тебе и убивать тебя не обязательно, если ты несовершенный видимо. Не сам себя знаешь. Ну, да, просто.
Что там? Да нет. Можно жить, короче, да, если туда, понимаешь? These affect the homeostasis and your immune status. So the first thing you want to do is to stop feeding the cancer. Don't give it sugar. Reduce carbs, reduce sugar, because that is going to reduce the amount of fuel for the cancer to grow. Also, you want to reduce the amount of chemicals, because chemicals interfere with the body's cleansing process, with the immunity, with the liver function, and so forth. You want to do your best to improve immunity, and of course, all of these build on each other. Ну, неправильно, я никого не обсуждаю, will ничего, просто, ну, пока так вот. Да, то есть, да, ну, нет, это, ладно. destroy immunity, so by cutting out the sugar, you've already improved your immunity. But you want to understand that immunity is part of all of these three sides, the structural, emotional, and chemical. You want to try to reduce stress, because stress is a state where your body is focused on the outside, and immunity is where the body is focused inside. And when you have a lot of stress, that will reduce your DNA repair. So by reducing stress, you will improve your DNA repair. Also, if you do a breathing exercise and or meditation, then you will improve your parasympathetic function. You reduce the stress, but you also increase your peripheral vasodilation. So you improve the oxygenation of your tissues, and cancer hates oxygen. It loves sugar and hates oxygen. So anything you can do to improve oxygenation is also going to be a good thing. Fasting is another good thing to do. You could do intermittent fasting and then occasionally add in some longer fasts. Because when you fast, of course, you reduce your blood sugar, you improve your immunity, you increase your autophagy, which is part of Видишь, your immune скорее system. всего, я, конечно, боюсь, я не медик, я тебе не буду ничего говорить. Но я на 100% знаю, что, ну, это любой уже, ну да. Ну, не так, что ли, получается? Не получается, не так, наоборот, да. Нет, я за вас гарантии никаких брать не буду, просто, а как оно иначе? Ну, хорошо, давай предложи что-то, да, понимаешь? То есть, оно просто, ну, оно себя так и думает тоже, да, да. Ну, видишь, как это, да, то есть, чтобы это говорить с медицинской трибуны и на 100% надо жить этим, понимаешь? Надо быть медиком, и надо как бы, тебе 1000 раз шарлатаном назовут, и ты 1000 раз всех засудишь, и тебе бабки еще можешь заплатить даже. Докажешь, ну как бы, ну, понимаешь, если оно действительно так, то, как бы, да, понимаю. Но это меня не касается, это, понимаешь, долгие дороги, неисповедимые, да, понимаю, и все твое, как бы, как тебя вообще занесло, это самое, да. Он уже сам говорит, профессионально просто. Наверное, так, надо просто жизнь, он тебя просто по себе так говорит, да. And then to complete the picture, of course, you also want to do some exercise, because exercise drives all physiological processes in the body, but also exercise has been shown to improve DNA repair, and it has, of course, the ability to improve oxygenation, because you increase circulation and you distribute more oxygen to the tissues. And if you watch some of my videos before, you're going to notice that a lot of my recommendations seem to be pretty much the same. And that's exactly right. Because the solutions are so basic and so simple, what we have to do is we have to grow and enhance our understanding of why those things matter. Because it all boils down to one simple thing, that we all know we're supposed to do these, but if you don't do them, or if you don't do them to the extent that you feel would be good for you, it's because you don't understand them yet. Number 10 is a chronic cough. And
mostly caused by smoking, could lead to lung cancer. But just like other cancers, it doesn't happen overnight. Smokers will have years and years of chronic cough called chronic bronchitis as the inside membranes and the cilia of their windpipes start degenerating from that irritation from the smoke and go through these stages of progressive mutations. So we do have a lot of warning signals in some cases, and the smart thing would be to start listening to those warning signals. Most coughing, though, especially if it doesn't last for months and years, would be a respiratory tract infection like a cold or a flu. Now, hopefully with a cold or a flu, the cough should be over in a couple of weeks, but you could have some persistent infections where your body can't clear it all the way, and even though you're relatively healthy, that you still have that irritating cough for months. I'm not trying to say that you shouldn't take any of this very seriously, but I do want to get away from the idea of being powerless. That so often we're told that, hear the stories that someone got a diagnosis, they found them in stage 4 of pancreatic cancer, and they had 3 to 6 months to live. Those stories make us feel very powerless. But look at the bigger picture and the things we talked about, that most cancers, you have 15, 20 years to do something, to live a healthy life and balance out your structural, emotional, chemical aspects and get your body into balance. And then it's very unlikely that you would ever get that diagnosis. It's not guaranteed, but you're reducing the chances dramatically. Not only does it take a long time, but it requires multiple mutations, a series of mutations to develop into something serious. And your body has multiple defenses. It has a lot of time to work on these foreign cells, on these abnormal cells, if you give your body a chance. And the other thing to keep in mind is that there is no form of cancer that is 100% lethal. There are some that have really, really bad numbers, but there is nothing that's 100%. There is always someone who has had what's called a spontaneous remission. The science doesn't really study these people because they're treated as the exception, as a fluke, as some unexplainable miracle. These are people who had the stage 4, they were given 3 to 6 months, and then they go back a couple of months later and the cancer is gone. So what we want to do is we want to study these people with the spontaneous remissions. We don't want to write them off. We want to see what is it that they did. What combination of structural, emotional, and chemical lifestyle factors did they incorporate? What did they do? How did they think? What were the factors that was possible to create this spontaneous remission and defeat that cancer? If you enjoyed this video, you're going to love that one. And if you truly want to master health by understanding how the body really works, make sure you subscribe, hit that bell, and turn on all the notifications so you never miss a life-saving video. Ох ты, Матвей, здорово. А ты тоже в магазин? В роли Вити. Что участвуешь? Тихонько, да? Ротик, что ты желаешь?
свои отношения. Это просто у меня праздный интерес. Я странный человек просто, я артист, все, актер. Всех вообще. Шкода. Да, наверное. Вот это он.